При том или ином бренде в голову приходят те или иные ассоциации и воспоминания. Вот, к примеру, Боя. Именно микрофон этого бренда, петличку, вот такую, я когда-то использовал для записи звука для видео в своем дипломном проекте. Столько теплых воспоминаний. И, признаться, я был действительно удивлен, узнав, что Боя делают широкомембранные микрофоны. Вот такой микрофон сегодня мы с вами давайте и посмотрим на канале «Давай запишем», где мы говорим о про-аудио. Как правило, конденсаторные широкомембранники не являются узкоспециализированными микрофонами. На них пишут не только вокал и голос дикторский, но часто различные музыкальные инструменты. Также такой микрофон вполне можно использовать для каких-то вещательных нужд. Это стримы, прямые трансляции, запись подкастов, вашего голоса, а возможно даже музыкального инструмента, который пойдет у вас в прямой эфир. Вот такой микрофон вполне для таких целей сойдет. По частотной характеристике здесь мы имеем от 20 Гц до 20 кГц, а ЧХ достаточно линейно, что в принципе для конденсаторного микрофона вполне себе обычное дело. Одной из главных фишек вот этого микрофона можно назвать смену направленности. Сейчас микрофон работает в направленности кардиоида. Подаем на него мы 30 дБ и, конечно же, фантомное питание со звуковой карты, потому что это все-таки конденсаторный микрофон. И сейчас я буду изменять направленность, и вы будете слышать изменения в звуке. Кардиоида, она отсекает все лишнее от микрофона. Вот я говорю сюда, но с другой стороны микрофон звук не захватывает. Давайте я продемонстрирую это щелчками. Слышите, да, что когда я щелкаю на этой стороне, более явно. Теперь перейдем на восьмерку. Это направленность в виде восьмерки. То есть она цифрой 8 захватывает все, что находится здесь, и все, что находится там. И теперь, когда я начну щелкать... Да, возможно, у меня физически здесь получаются щелчки более такие звонкие, но все равно слышно, что микрофон стал работать и с тыльной стороны. И на самом деле, если вы сейчас слушаете на больших колонках или в наушниках, вы слышите, скорее всего, что комнаты стало намного больше. Но ее не стало так много, как ее станет на круговой направленности, на которую давайте с вами и перейдем. И вот эта направленность в виде круга, сферическая так называемая. И сейчас слышно, что микрофон захватывает все. Он захватывает все отражения, он захватывает все шумы извне, а не только ваш голос. Поэтому, если вы стримите, если вы записываете свой голос, вокал или что-то такое, особенно в акустически неподготовленном помещении, то лучше всего будет использовать направленность, пардон за тавтологию, то есть кардиоиду, на которую давайте с вами и вернемся. Помимо всего прочего, на корпусе микрофона мы с вами найдем аттенюатор, фиксированную подушку на 10 дБ, которая позволит сигнал, записываемый этим самым микрофоном, снизить на фиксированные 10, опять же, дБ. Такую штуку можно использовать для записи, например, особо громких музыкальных инструментов. Сегодня особо громких музыкальных инструментов у нас не будет, и с помощью этого микрофона, для примера, давайте запишем акустическую гитару. Фильтр высоких частот мы с вами также найдем на борту. Эту штуку можно использовать для того, чтобы срезать низкочастотный гул, если он лишний. Допустим, такое достаточно часто бывает на вокале, поэтому давайте попробуем записать вокал, но на тесте для чистоты эксперимента фильтр высоких частот использовать мы не будем, так же как и аттенюатор использовать мы не будем. Направленность, напомню, у нас кардиоидная, и на микрофон мы подаем все то же самое усиление.
Слушаю ветер и будто стою на краю. Осталось крылья поднять, взлететь и упасть. Я без тебя не живу, не люблю, не пою. Я просто мираж, пустой персонаж. Голос мой над тобой, пусть кружит в небесах, пусть живет в твоих снах. Он огонь, он любовь о тебе, он поет для тебя, лишь живет. Я-то хочу долететь, добежать, докричать. Больше я не могу без тебя, я боюсь потерять голос. Наши дороги запутались и не узнать. Только вновь я могу не успеть и тебя потерять снова. Напоследок стоит упомянуть, что микрофон хоть и конденсаторный, но ему вполне хватит 24 вольт для стабильной работы. Сейчас немножечко о том, о чем, возможно, вы уже написали в комментариях, если вы любите писать комментарии, пока ролик не закончился. Почему микрофон висит именно таким образом? Все достаточно просто, друзья. Позвольте, я вам продемонстрирую. Это не так явно видно на камеру, но вот этот барашек, он не закручивается. То есть я был удивлен, да, я был удивлен. Я разное повидал, работая, так сказать, обзорщиком, но, черт подери, барашек на пауке, который не закручивается. И вы банально не можете поставить микрофон в то положение, в которое вам нужно. То есть он начинает сразу же крениться. Поэтому мы не можем пользоваться поп-фильтром, допустим, сейчас. Потому что, микрофон банально начнет заваливаться, если его поставлю так, как нужно. Единственным решением, которое мы приняли во время съемок, просто расположить микрофон вот таким образом, и, поп-фильтр, к сожалению, остался неудел. Хоть он, кстати, и идет в комплекте. Это действительно здорово. К слову, как и паук, хотя нужен ли такой паук в комплекте? Возможно, обычный шарнирный держатель был бы намного сподручнее, кто знает. В любом случае, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого микрофона. Давайте закроем глаза на паук. Всякое бывает. Чуть-чуть немножко китайцы опростоволосились. Что поделать. Вот. Напишите комментарий, поставьте лайк, если ролик пришелся по душе, и не забудьте подписаться на наш канал «Давай запишем», ведь здесь мы с вами говорим про аудио, которое иногда бывает таким. Просто примите как данность. Это жизнь, это нормально. Друзья, не прощаюсь, говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Да, перепишем? Давай, а что не так, скажи? Тут 3 уже было места. Да? Там где-то ты струну задел, где-то просто не прошло. Это техника грязного гитариста. Они расставлены четко. Если очертить круг и вырезать сегмент равный четверть пи,